Привет, друзья! Переходим к 9-й партии нашего матча между Магнусом и Фаби. Магнус играет белыми, только что была сыграна вот эта тяжелейшая партия в Челябинском с конь d5, где у Фаби было выиграно. И теперь у нас белый цвет и c4 Магнус ходит. Я помню, я был доволен. Ну, в принципе, по ходу этих матчей, как бы глобально у тебя белыми там от 0 до 2 идей, да, как правило, есть на главных направлениях. И в любом случае в какой-то момент они заканчиваются, и люди начинают пробовать уже что-то такое совсем там экспериментальное или не слишком амбициозное. Но вот здесь конкретно у нас была идея, которая мне очень как раз нравилась. Значит, снова слон c5, снова это английская, d3, ладья e8 и слон g5. Ну, выпендрёж был как бы в том, что, собственно, вот вся линия в партии была, как бы, мне казалось, очень естественной и прогнозируемой. То есть там Фаби побил на c3, это, в принципе, правильно, bc. Тут можно ходить и f6, и ферзь d6. Все эти, конечно, там линии, можно даже на d7 пойти, все эти линии мы смотрели. Но забавно, что вот Фаби сделал то, что, ну, мне казалось вот прям супер естественным. Значит, f6, слон c1. Ну вот f6 мне казалось вообще такое первое. Понятно, что у черных ни одной проблемы, здесь компьютер там пишет, что нули как угодно, но все-таки первое в долгую достижение белых, что где-то там черный король становится более слабым, что какая-то хроническая там появляется такая, какой-то сквознячок такой появляется, да, около черного короля. И белыми мне очень нравилось, что вот наша игра, она предельно понятна, то есть люди часто там эти позиции играют как-то заумно на ферзевом, там что-то типа там конь d2, ладья b1, кот там ферзь a4, конь b3, конь e4, слон e3, что-то там, мне кажется, это в целом план такой, то есть если черные минимально там следят за тем, что происходит, план немножко в никуда. А здесь мы вот играем план, который выглядит, может быть, немножко неуклюже, что мы хотим просто на любые практически действия черных, мы хотим ходить слон b2, хотим ходить d4 и, в принципе, как-то играть по центру, то есть пойти там ферзь c2, ладья d1, если черные где-то пойдут e4, мы на уровне идей там пойдем конь d2, там на f5 поставим e3, c4, там d5, пойдем вперед. И главное, что, в принципе, черными... Ну, на старте очень много ходов, но вот Фаби играет самым естественным образом, и смешно, что это вот ровно то, что случалось у нас там в первых блиц-партиях, вот в этих там идиот-тестах, да, легендарных. Слон e6, слон b2. Теперь он пошел слон b6. Ход невероятно естественный, но понятно, что мы смотрели там и слон f8, и еще какие-то возможности. В принципе, тут комп, я помню, по-моему, Фрес где-то здесь проверил, по-моему, 8 ходов, что ли, здесь было нули. Но вот идея была везде плюс-минус одна, то есть там на слон f8, там тоже ходили бы что-то типа d4. Как-то вот можно было там слон f7 вставать, мы типа e3, можно было пробовать конь a5. Но что вот тоже бы ходили как-то ферзь c2, да, идет этот где-то там конь на c4. Еще там что-то, но по крайней мере наша игра, она вот прекрасна своей какой-то тупизной, то есть можно пойти там ладья d1, потом пойти конь d2, там поменять этого коня, все равно пытаться c4, d5 как-то проводить. И, ну, да, это немного, но это, по крайней мере, игра, и у белых все-таки, если белые понимают, что делают, мне кажется, такая легкая игровая инициатива есть. Ну вот Фаби пошел слон b6. Это ход, конечно, который попал в перебор, и вот, собственно, так в наших блиц-партиях первых и было, d4. Теперь Фаби сделал очень логичный визуально ход слон d5, хотя, по-моему, уже немножко не точный. Но там, ладно, пошел ферзь c2. Теперь вроде уже, если так играть, ну, по-моему, надо было как-то e4 пробовать, но тогда как-то конь h4, то есть понятно, что не с этой идеей черные все делали. То есть как-то здесь там конь f5, конь e3 появляется перевод, где-то может f3 есть идея, там не совсем понятно, как слон на b6 там сочетается с расстановкой черных вот этой с e5, e4. Вот, поэтому Фаби-то побил ед, и это нам как раз казалось вот самое такое логичное, cd, слон e4, вот рукой ферзь b3 шаг, слон d5, ферзь d1, и белые получили перевес, то есть вот это появится типа плюс 0,40. Ну вот это вот, на мой взгляд, пример очень хорошей, такой вот очень умной человеческой подготовки. Что вот выйти в линию, где, да, где 8 ходов нули, именно из всех этих 8 ходов вот наиболее подробно вот посмотреть какие-то самые логичные там, да, человеческие попытки вот именно рукой играть, и там вот какие-то расставить капканы.
Теперь вот на самом деле очень интересный момент, что Фаби здесь принял характерное вообще для этого матча решение. Фаби побил на f3. Этот ход, кстати, тогда ругали многие. То есть ходом слон бьет f3 черные себя в принципе обрекают на такую довольно продолжительную грустную оборону, то есть у белых там навечно будет лучший разноцвет. На самом деле сейчас, мне кажется, ну, во-первых, Фаби, он весь матч так построил, да, мы уже обсуждали, что в любых там чуть худших позициях Фаби стремился к максимальной ясности, там меньше фигур лучше, там, по крайней мере, особо думать не надо, будем стоять на месте. Во-вторых, на самом деле, сейчас как-то оценки здесь чуть изменились, и на самом деле без слон бьет f3 у черных тоже очень плотно хуже. То есть тогда люди советовали там, ну, что надо было типа просто сделать какой-нибудь ход, там какой-нибудь ферзь e7. Но на самом деле вот этот позиция белые тоже просто начнут играть, там e3, слон c3, a4. Белопольных слонов белые могут, кстати, как бы не стесняться тут как-то поменять. Слон на b6 плохой, там как-то a4, слон c3, у белых вообще-то центр. Здесь даже если черные где-то проведут c5 и пешку c7 на пешку d4 поменяют, там за счет этой пешки f6, у черных тоже будет похуже. То есть на самом деле у черных уже так или иначе ничего особо не сделают, черным все равно придется терпеть, а тогда может побить и нормально. Ну, как бы ферзь b3 шах Магнус дал нормально, король h8, слон бьет f3, конь d4, взяли. Эта позиция возникла, там e3 он включил нормально, слон бьет b7, ладья d8, там ладья d1, ферзь e7, ну и вот типа приступили. То есть, как-то тогда, на самом деле, компьютер, тут вот интересный момент, то есть, ну, перевес белых абсолютно очевиден, но тогда компьютер писал здесь какие-то вообще довольно угрожающие оценки, там, какие-то плюс 0,8, там, что-то. На самом деле, я еще помню, мы как бы двигали, ну, понятно, что смешно белыми от такой позиции отказываться, там, понятно, что это просто, как бы, дармовой перевес, но в то же время, на самом деле, все попытки тут вот какой-то найти прям вот понятный выигрывающий план, они заходили немножко в никуда. И вообще, может, Фаби хорошо пошел. То есть это, ну, такое решение совсем циничное. Да, то есть просто встать и терпеть, но непонятно. Ну, вот было h4 ход полезный, g6 там тоже черные, конечно, ходят. То есть белые хотели бы пойти h5. И здесь, ну, Магнус немножко психанул тут. То есть Магнус пошел h5. Конечно, ну, сам же Магнус, наверное, сказал бы, что в целом надо было как-то держать напряжение, то есть можно было, например, пойти слон c6, как-то вот ладья f8, ладья c1, ладьи сохранить. Ну тогда как-то ладья d2, ладья d8. То есть я Магнуса понимаю в том смысле, что ну да, то есть мы тут все можем белыми назвать как бы несколько разумных ходов подряд, но черные там тоже их сделают, там условно король g7, то есть непонятно вот что дальше на уровне прям идей глобальных, мне тоже не очень понятно. То есть, ну вот как-то здесь там h5 пытаться, да, там вернуть слона на f3, что-то там ходить. Но вот глобально какой у белых план, я так вот как бы не могу сказать там ни с компом, ни без компа, ни в принципе тогда не мог. Ну как-то ходить и ждать, что черные дернутся. То есть у черных действительно неприятная позиция. Можно там ладья h4 пойти, там h6 шах изобразить угрозу. То есть как-то ходить туда-сюда, но в принципе это такая, черные пытаются сказать, что это как бы уже крепость такая при большом количестве фигур. И что типа мы вот так будем стоять. И возразить на самом деле трудно. Ну надо, конечно, как-то ходить там белым туда-сюда. Сохранять побольше фигур. То есть, например, здесь, если вот пойти ферзь c2, скажем, король g7 и типа здесь h5. Так вот компу тоже более-менее нравится. Но здесь просто черные побьют и ладья d8. И там даже взяли слон f3. Комп считает, что ну типа не совсем битая несчастье. Все равно белые играют. Но я, честно говоря, не очень понимаю опять же как. Ну, в смысле, понятно, что у белых получше, вот он пишет плюс 0,2, типа, не, ну понятно, эта оценка, я бы тоже сказал, что плюс 0,2, да, то есть там сказать, что это плюс равно, большого ума не надо, то есть понятно, что любой выберет белых, как бы у белых позиция симпатичная, там слон на b6 тупой, но что мы глобально хотим, я, честно говоря, не знаю. Ну, черные встанут, там ферзь e5 будут ходить. Сложно довольно. То есть это нужна как раз какая-то вот магия там Магнуса или кого-то там Со, я не знаю, чтобы что-то тут доказывать, и помощь со стороны черных. То есть да, конечно, выглядит она приятно, безусловно. Ходить можно долго, но четкого плана нет. То есть, в общем, тут какой-то, я бы такой дал сдержанный какой-то, как бы, наверное, вердикт, что да, Магнус тут пошел h5 и психанул, то есть это черных невероятно приближает к ничьей, но... Скажем так, сказать, что это прям мега упущенный шанс,
То есть тогда, ну, все-таки понятно, что мы там на все позиции мы смотрели под влиянием компьютера во многом. И тогда там, учитывая оценку, мы прям убивались, что ну как же так, что за h5, почему же не пойти здесь вот что-то типа там слон c6, ладья c1, и что вообще там эта позиция чуть ли не плюс-минус столбик. Ну, сейчас на самом деле, когда комп в ней начинает писать плюс 0,3, ты как-то уже тоже думаешь, ну хорошо, а какой план? Ну, в общем, конечно, это упущение, но и близко не такое большое, как нам тогда показалось. Если нам казалось, что вообще чуть ли он там не плюс-минус столбик с дебюта получил. На самом деле, видимо, компьютеры тогда переоценивали. Да, у белых лучше, да, можно было очень долго играть. И да, наверное, для Магнуса, особенно после предыдущей партии, сценарий лучше трудно было себе представить. Но прям сказать, что это реальный голевой шанс, наверное, нельзя. А в партии, да, он сыграл h5. И Фаби очень конкретно просто пошел GH. И теперь, ну, в отличие от многих, там, вот если бы белые стояли, да, позиций, у черных просто появляется более-менее прямой план, где-то пойти h4, вызвать GH и пойти там f5, f4, и слон на b6 станет нормальной фигурой, и у белых вообще не будет перевеса. Ну и примерно в духе этого партии протекало. То есть Магнус пошел ферзь c4, да, чтобы на h4 пока бить ферзем. f5, черные возобновили эту угрозу. Ну и, собственно, ничего по этому поводу не сделать. Последовало слон f3, h4... ладья бьет d8, ладья бьет d8. Ну, как бы Магнусу, наверное, было обидно. Там ферзь бьет h4 совсем ничья. То есть Магнусу было обидно так заканчивать, и он побил GH. Если белые очень хотят играть, можно было тут пойти g4. У белых не хуже. То есть я во время партии думал, что он с этой идеей пошел, честно говоря, ладья бьет d8. Как-то вот fg, слон бьет g4 пойти. Там ладья g8, король h1. И типа вот так же мы как бы играем на победу. У черных вообще не хуже. Она становится более того... ну, такой немножко боевой, то есть там впервые за долгое время можно себе представить, что черные там тоже какие-нибудь пару угроз создадут при случае. Ну, реально сильно оценка не меняется, а позиция по-прежнему равная. Я до сих пор, честно говоря, думаю, что Магнус побил ладья бьет d8, может быть, с идеей пойти g4, и после ладья бьет d8 передумал. То есть напряжение было высоким, и он подумал, что ладно, тогда пойду GH просто. Ну, да, последовало, значит, ладья g8 шах. Король h1. Ферзь f6. Ну, тут, в принципе, любой ход, который там, грубо говоря, служит как-то плану с как бы f5, f4 хорош. Ферзь f4, белые воспрепятствовали, слон s5. Теперь слон переходит на d6. У черных вообще не остается плохих фигур. Поэтому последовало ладья g1. И дальше этот разноцвет Магнус долго играл. Но, то есть, ничего особо не произошло здесь. Да, как-то а4 пошел подбой. Тут, кстати, можно было даже бить вроде. И вроде никакого мата нет. То есть, ну, как бы планировалось, наверное, что-то типа шах-шах. Ну, не то, что планировалось, но так изобразить можно было что-то такое. Но, в общем, и это ничья. Поэтому ферзь а4 было нормально, но просто не понятно, зачем Фаби самые человеческие ходы сделал. Он пошел ферзь f6 и просто поменял ферзей. Ну и опять же, даже эту позицию Магнус пытался играть, но, в общем, играть тут особо нечем. То черные просто стояли, дали белым прийти на b7, да, ну и как только белые пойдут а7, понятно, что побили. И там c5, c4, как только отвлекли слона, пошли король f5, все поменяли. Вот, поэтому там Магнус как-то походил, вернул короля обратно и предложил ничью. Ну, что сказать про партию? Вот, с точки зрения матчевой динамики, ну, наверное, все-таки вдохновляющая. То есть Магнус был в каком-то гроге таком, да, но наконец-то мы все-таки подавили. То есть во всех отношениях мы и в дебютном плане такая же как бы идея, там Магнус это знал. Фаби, наверное, это, кстати, мне кажется, не самое приятное ощущение, что с тобой вышли в линию, где там как угодно равенство, да, ты как бы не уравнял, причем с тобой барабанили ходы, то есть явно вот именно так, как ты неудачно пошел, люди думали, что ты пойдешь, да, то есть это как бы как такой вот своего рода тот самый идиот-тест, да, то есть как бы там, типа от тебя ждали с самых тупых ходов, и ты ровно их и сделал, и человек ровно этого и ждал, как бы, да, и в общем ты не как-то не смог поколебать, да, его уверенность в том, что ровно вот эти самые там по-своему естественные, но на самом деле слабые ходы ты сделаешь. Вот, и как-то в целом вот это вот какой-то предматчевый вот этот оптимизм, да, по поводу английского, что все-таки позиции игровые,
что, может быть, мы напрягать сможем, что вот все фигуры на доске, структуры сложные, вот скажется там какое-то супер понимание класс Магнуса. Ну вот как бы эта партия снова дала на эту надежду. И я, честно говоря, думал, что как-то продолжать мы будем пробовать это английское, но, в общем, как в том самом английском говорится, wasn't meant to be, да, что как-то... Ну, на самом деле, ребята были по-своему тоже правы, то есть они меня спрашивали, хорошо, и что ты хочешь, то есть ты реально предлагаешь там еще раз пойти слон g5, слон c1? Я говорю, в принципе, можно, ну, просто поглубже посмотрите и там еще раз пойти. Ну, типа, да, она равная, но она сложная. Там были еще, ну, немножко другие идеи, но схожего в целом плана, да, что вот в этом ладья e8 как бы выбирать там одну из не самых таких амбициозных линий, потому что тогда вот первые линии компьютера, все вот эти вот, как в первой партии Магнус играл, они там, ну, или А3 здесь, там еще что-то, то есть вот это там А3, А5, ферзь А4 уже тогда мы смотрели. Они, конечно, были, ну, как бы на поверхности, то есть так играть никто не хотел, в этом мы все сходились, что понятно, что это посмотрели они и посмотрели хорошо. Ну, вот какие-то левые идеи, вот конь G5, слон G5 тоже, я помню, было обсуждение, чтобы на комби C3, BC получить примерно то же самое, хотя тоже ничего у белых нет. Вот, но здесь была проблема, что нам не нравилось, что как бы черные могут не бить на c3. На самом деле даже на слон g5, по-моему, можно ходить, вот если черные хотят прям совсем амбициозно, можно ходить, по-моему, f6 сразу. И здесь что-то ферзь b3, слон e6, там тоже, по-моему... А может вот это как раз хорошо. Ферзь бьет b7. Да, наверное, вот это как раз хорошо. Ферзь d7, ферзь b5, да, какая-то была здесь штука, да, поэтому, ну, что вот слон g5 типа нравилось тем, что типа надо бить на c3, и вот bc мы получили эту сложную структуру, да, по крайней мере там сбили. Ферзь d6 можно здесь ходить, тогда тоже хотели слон c1, и примерно в том же духе там дальше как-то крутиться. Теперь там, поскольку как-то ферзь стал под конь d2, где-то можно и конь d2, хотя тоже как бы понятно, что у черных нормально. В общем, короче, английское на этом вот как-то толком не начавшись, оно закончилось. Магнус в английском выиграет очень много партий в последующие несколько лет, особенно, кстати, в 2019 году, то есть там куча у нас было идей и в там и в слон b4 там он выиграет какие-то интересные партии, и на конь бьет d5, конь b6, но вот как бы... Для матча, в общем, английская на этом закончилась. И в следующий раз это встретится единственное на тайбрейке, где будет у нас там хитрая кривая идея. И Магнус как раз там партию выиграет. А мы на этом, наверное, пока завершаем. Собственно, ждала нас следующая, в общем, проверка. Уже было понятно, что в Челябинском или Иерусалима. Было видно, что на d4 Фаби не переключится. Мы ушли к ней готовиться. И, в общем, в следующем выпуске я про это и расскажу.